Всем привет, мои любимые подписчики! С вами я, Анна Комарова, и мой новый урок – это средний хвост, а по-другому я этот хвост называю греческим. Давайте вообще разберем, какие бывают хвосты. Хвосты бывают высокий – это восточный, средний – это греческий, и низкий – это французский. Вот конкретно этот хвост у нас с вами будет средним, то есть греческим. По сути, вообще все хвосты – это как бы новая такая штука, новая штука в наших свадебных прическах. Вот, и многие клиенты только начинают просить себе хвосты. Прически эти не очень сложные, поэтому их могут выполнить, мне кажется, как начинающие стилисты, так уже, естественно, продвинутые. Начинаем наш урок. Надеюсь, что вам будет все понятно. Вот такую прическу мы сегодня с вами будем делать. Итак, если вы не хотите добавлять волосы, то вы просто делаете хвост сзади и все. Я же вам покажу несколько более сложный вариант. Да? То есть вот в этот хвост мы сейчас добавим немножечко трессов. Ну, немножечко это комплект. С трессами всегда более нарядно, объемно там и так далее. Как вы знаете, я очень люблю помпезные, шикарные прически, поэтому я добавляю. Но я понимаю, что далеко не всегда и у всех есть такая возможность, поэтому в этом месте вы просто делаете хвост и все. Да? То есть он будет у вас чуть более маленьким, да? Но опять же, если у вас хватает длины, то он будет по большому счету таким же. У меня просто тут не очень длинные волосы у модели, поэтому мне пришлось добавить. Итак, самый важный момент, который я делаю, это я делаю начес в самом начале каждой вот этой вот прядочки. Работать я сегодня буду такой крутящейся плойкой, так скажем, я ее даже тестирую, можно сказать. Вот. Я и работаю периодически, да, но здесь у нас идет такое тестирование. Я хочу показать, как это у нас будет выглядеть. Кручу я с протяжкой, без перекрута, на 28 диаметр. Можно крутить и на 32, на 25, даже на 38, тогда получится практически такие полупрямые большие волны. Скажу сразу же, единственный минус плойки, которая крутится, это такой серьезный, конечно, минус, это в том, что здесь вы не можете сделать технику перекрута на эту плойку. Да? Здесь только мы можем работать в ленточной технике. То есть всевозможные голливудские волны там и так далее, мы их не можем сделать. Здесь только вот именно ленточная накрутка. Вот. Прокручиваю весь хвост вовнутрь. То есть обычно, как вы знаете, я люблю крутить от лица. Здесь мы крутим все вовнутрь. Каждую прядочку я потом подтягиваю. Делаю даже не столько ребрами, да, сколько просто объемную. Каждый крон, вот каждую прядь, да, каждую завитушечку я делаю максимально объемным. Не забывайте начесывать хвост, потому что если вы его не начешете, то он будет, как у лошади такой, знаете, вначале очень прилизанный, а в конце пушистый. Если, в общем, у лошади, если она не в таком возбужденном состоянии, если она в спокойном состоянии, а нам нужен именно хвост такой поднятый. Вот. И для того, чтобы он получился таким, нам нужен начес. Начес сразу же после резинки. Если волосы хиленькие, то вы можете сделать еще гофре, вот на эту зону где-то 10 сантиметров. После этого начес. И после этого уже накрутка. Можно даже не накручивать, по большому счету, и оставить его прямым. Это тоже будет смотреться очень интересно и здорово. Скажу сразу, сама по себе вот эта прическа, она смотрится весьма нежно, да, то есть она вызывает такое ощущение, будто бы она сама себе ее сделала. В ней нет такой, вот знаете, делала, и получилась сложная прическа. В этой прическе этого нет. Здесь она очень такая нежная получается за счет своей формы. То есть очень часто мы ходим с вами именно с таким хвостом. И поэтому здесь эта прическа как бы очень-очень украшена, немножко утрирована. Та самая простая прическа, с которой мы ходим каждый день, обычный хвост. Что я делаю? Я сейчас вытягиваю утюгом все краевые линии роста. Это где-то 2 сантиметра. Конечно же, в самом начале я сделала гофре. Я уже просто про это не говорю, потому что вы, мои любимые ученики YouTube-пространства, знаете, что пока я не сделала гофре, я вообще не приступаю к прическе. То есть здесь, конечно же, сделано гофре. Значит, височные зоны я делю
параллельными проборами, и проборы эти параллельны полу, и увожу сверху на хвост. Сейчас я показала средство от Redken, которое называется Quick Tease. Более подробно про вообще все средства вы можете посмотреть в моем прямом эфире, который я вела совсем недавно. Тут в Ютубе он записан, он выложен, сохранен. Целый час я там рассказываю про все свои стайлинговые средства. Поэтому вы там можете посмотреть и про Quick Tease, и про жидкий лак, и про Redken 32. В общем, про все. Теперь я делаю ребра. Обратите внимание, я делаю прям толстые ребра. В конце я их, каждое это ребро буду делить на 2. Ну, это вот моя техника, я люблю именно делать вот так. Делать одно крупное, а из него потом делить на 2 мелких. Поэтому сейчас немножко смотрится, ну, такими, как, знаете, рельсами. Очень крупно. Поэтому вы этого не пугайтесь. В конце мы сделаем более мелко. Просто если изначально делать очень мелко, во-первых, это долго, а во-вторых, они вот так не встают, если вы делаете мелкие. А если вы делаете сразу же очень крупными, то получаются очень классные. Ну что ж, со второй стороны я доделываю такие же ребрышки. Обратите внимание, что я выкладываю некий такой рисунок сверху на хвосте. Да, то есть как вот я завернула верхнюю часть таким полужгутом и закрепила, так и делаю. Вот. Спереди тоже, соответственно, я выкладываю такими же ребрами. Но здесь вот особенно похоже, прям спереди, когда смотришь на ежика такого, ежика в тумане. Вот. Но потом, как я уже сказала, мы будем делить, и за счет этого этот объем, он чуть-чуть приспустится. Делаю ребра сверху по хвосту. То есть там внутри на хвосте я ребра не делала. Достаточно, по большому счету, их сделать вот здесь, на этом этапе. Просто сверху и все. Плюс ко всему, вот эти, видите, коротенькие волосы, это свои у модели. Соответственно, из-за того, что они короткие, они мне дают максимальный здесь объем. Их можно поставить. Если бы здесь волосы были длинные, то это было бы сложнее. А за счет того, что они у меня коротенькие, это вот волосы височных зон, я 2 движениями делаю очень классные ребрышки, и добавляется прям такой хороший, очень объемище. Ну, в общем, как я люблю. Докручиваю некоторые прядочки. Здесь буквально вот это я взяла 32-ю плоечку и доделываю ребра волна сзади. На челке. На челке, конечно же, нужно тоже выкладывать ребра. До этого мы сделали подготовку, то есть я сделала гофре, начес по зоне и подкрутила свою челку. Подкрутить можно как 32-й плойкой, так и, в общем-то, утюгом. В общем, наша прическа уже подходит к финалу. Вот я уже делю каждое ребро на 2, то есть оно становится более мелкое. И фиксирую лаком от Redken 32-м. Это новый мой любимец. Вот она, наша прическа. Вот так она выглядит у нас спереди. И вот второй ракурс сбоку. Ну что, как вам такой урок? Понравилось? Быстро, четко, конечно же, ребрышки, конечно же, чистота ребер здесь важна. Я думаю, что вы тоже здесь поняли многое относительно этой темы. Я вас всех очень люблю. Я всегда безумно радуюсь, когда вы мне присылаете свои работы в Инстаграм, в Директ, либо ВКонтакте. Я, если честно, считаю, что это вообще великое счастье, что я в свой 31 год уже смогла помочь такому большому количеству людей освоить профессию. Причем вот так. Просто посредством нашего с вами YouTube-канала. Это просто безумное счастье. И вы огромные молодцы, что вы пользуетесь этой возможностью. Потому что, вы знаете, большинство же людей, им даже в руки даешь возможность, им говоришь, вот, на, делай. А человек не пользуется. А человек не считает это чем-то уникальным. Многим людям кажется, что если бесплатно, то значит это ерунда. Есть же у нас такое, да, что мы готовы ценить только то, что стоит дорого. А когда человеку даешь бесплатно, он-то не ценит. Вот вы огромные молодцы, что вы цените. И вы понимаете, что благодаря моему YouTube-каналу вы можете стать настоящими профессионалами и свадебными стилистами. И не важно, сколько вам лет, 14 или 54, вы можете работать свадебными стилистами и зарабатывать неплохие деньги на этой профессии.
Ну что ж, вперед из песней. Я вас люблю, обнимаю. Ваша Анна Комарова.